out last week. I met this girl. Yeah, what about it? Well, she blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream rum bum bum bum. Huh. Who knew a Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around, run around, run around in my head. I can't let go. No, 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 no. It's all I think about, think about, think about, think about, think about, think about her. What did I do wrong? What did I do wrong? Ooh, I like it, baby. Oh, why won't she date me? Did you remember what happened? Remember stepping to the club, right? Did you ain't turn it up, right? She was rocking to the song, you were lurking all along, even touched your ding dong, right? So tell me what's at your face plans when you put your hands in her pants, or maybe when you hit the garden, beat in that car, kept acting like a rock star. If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose. Run around, run around, run around, run around, run around in my head. I can't let go. No, 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 no. It's all I think about. Приветствую вас, друзья, на своем канале. И, как вы знаете, зовут меня Кфир, и я рад видеть вас на своем канале в качестве своих зрителей. Друзья, мы находимся в Болгарии. Сегодня я прилетел с Израиля, и это просто предисловие ко всему видео. И многие зададут вопрос: а где Израиль? Как ты летел? Почему не рассказываешь? С этим были определенные сложности, потому что сам день сегодня у меня начался очень весело. Я был в аэропорту в Израиле, начал снимать. На меня внезапно обрушились трое работников службы безопасности. Им не понравилось то, что я снимал. И пока мы не разобрались, что я блогер, это заняло примерно час. Я поздно начал проходить пограничный осмотр. И в конце концов в Израиле я уже не стал снимать в аэропорту, потому что, ну, его нафиг. Прилетел в Софию. Я уже в Болгарии 2 часа. От Софии я уже отъехал примерно 150 километров. И в Софии в аэропорту не снимал по той же причине. Просто уже как-то у меня не было желания снова рисковать. Я сейчас еду в сторону Банска. Там я проведу 5 дней. И, соответственно, буду обозревать. Я вам напоминаю, что это канал фотографа, пейзажиста. И я не особо умею делать обзоры ресторанов, кафешек и магазинов, что почем. Но я вам постараюсь показать красоту этой страны. Мы поднимемся на гору в Банска, мы поснимаем реки. И дальше мы продолжим движение в сторону Черного моря, в город Святой Влас. И я все свое движение буду снимать. Мы будем летать на дроне. Я постараюсь вам показать эту страну во всей красе, которую я вижу ее. И я уже не первый раз здесь, но в этом регионе. И я первый раз в Софии, я первый раз. И в горных регионах я первый раз. И надеюсь, вам понравится. Так что это было предисловие. Смотрим, дорогие друзья. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Real things up to knock 'em down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins. Settle down. Ну, друзья, продолжаем. Остановочка моя закончилась. Спину немножко повытягивали. И продолжаем движение в Банску. Сейчас я нахожусь на трассе А3,
который меня и приятно удивляет. Ограничение на этой трассе и частями, оно в районе 140 км в час. Дорога очень уютная, удобная. Есть, конечно, пару нюансов. И с момента, как ты выезжаешь с Софии и начинаешь двигаться в сторону Банска, ну, ты практически один. В каком смысле один? Есть заправки тут и там, чем-то напоминают Россию. Я уже 2 часа стараюсь купить и сим-карту с дата-сим, для того, чтобы у меня появился интернет. Но пока успеха полный нуль. И слева, справа, сейчас я вам покажу, проезжаем такие красивые места, экзотические такие деревушки. И вроде бы дорога идеальная, но инфраструктур пока справа и лево я не наблюдаю. То есть, если вы турист или новичок в этой стране и в принципе с этим не знакомы, то я рекомендую, конечно же, позаботиться о том, чтобы у вас была сим-карта. И стоит заметить, в аэропорту Софии есть 2 терминала. Я непонятным для себя образом приземлился в терминале номер 1, хотя должен был приземлиться в терминале номер 2 и там же взять машину. Так вот, я приземлился в терминале номер 1, он старый терминал, и мне пришлось добираться до терминала номер 2. И автобусы, шаттлы ходят раз в 40 минут, это, конечно, было для меня долго. Я уже взял такси, проехал буквально 2 километра. И с меня аккуратно попросили 10 евро, ну и да бог с ним. И мне надо было забрать машину, вот мы ее и забрали. По поводу покушать где-то по дороге. Опять-таки, если вы туристы и не знакомы с местностью, лучше уже в аэропорту купить какой-то бутерброд. Это то, что я не сделал. Я вот уже примерно проехал, сейчас вам скажу, 140 километров. Ну, как минимум, ничего не нашел добротного, что можно было бы поесть. Я же говорю, есть заправки, там печенюшка, там шоколадка. Нету этих инфраструктур. Возможно, я ошибаюсь от незнания местности. Но так как обычно на дорогах я ориентируюсь неплохо и смотрю вправо-влево, не вижу ничего. Дорога ровная, как стекло. Люди водят аккуратно, стоит заметить. Господа полицейские стоят, ну, скажем, каждые 5-6 километров фотографируют и никого не дергают. А по поводу инфраструктур, ну, нету. Ну, значит, будет, но это не отменяет всю красоту этой страны. И смотрим дальше и будем удивляться. Ну, теперь вкратце о машине, о дороге. Я арендовал машину изначально через сайт интернета. И в этой фирме я заказываю машину не первый раз. Эта фирма называется Top Car. Это не реклама, господа, это просто рекомендация. Машина у меня Jeep 21 года Peugeot. И все было сделано вовремя. Я принял машину. И, конечно, по возврату будем понимать, как и что. Ну, на данном этапе у меня никаких нареканий к ним нету вообще. Машина была принята с полным багом. Средняя расчетная стоимость машины такого класса, да, возможно, если дешевле, где-то в районе 24 евро в день. Ну, я машину взял на 19 дней, и у меня со всеми страховками получилось в районе 520-525 евро. Я, ну, плюс-минус. Опять-таки, оговорюсь. Разница между первым и вторым терминалом. Все фирмы, которые сдают машины на аренду, они находятся во втором терминале. Изначально, покупая билеты, уточните, куда вы приземляетесь. И уточните, и встречают ли вас фирма, которая сдает вам машину на аренду. Это очень важно. Это вам поможет сэкономить, ну, не столь большие деньги, но огромное количество нервов, потому что, да, мы находимся в стране, можно назвать постсоветской чуть-чуть, и инфраструктуры здесь, ну, не всегда развиты так, как хотелось бы. Ну, опять-таки повторюсь и скажу, это никак не отрицает всей той прелести и красоты, доброжелательности людей местных.
И, ну, страна растет, развивается, и я думаю, мы в ближайшие 10 лет увидим изменения. По поводу машины. Машину я получил, как и сказал, Peugeot 2008 Jeep, и она у меня идет с навигатором, она идет и полностью фаршированная. Она мне нужна была, так как у меня там сзади 2 чемодана вещей, плюс чемодан с камерами, поэтому фактор машины для меня важен. И я специально камеру держу в сторону дороги, для того, чтобы вы просто видели, какие ландшафты мы проезжаем. Мы уже находимся в горной местности. И поэтому видно, что дорога ровная, красивая. Сейчас время здесь 3 с копейками, обед, и солнце на востоке. Чуть-чуть, наверное, засвечивает вам, я поэтому извиняюсь сразу за качество видео, потому что я уже решил начать снимать. Ну и вот, посмотрите, все очень аккуратно. Вот мост переходим. Конечно, удивляет, что дороги такие просто идеальные. Я немножко удивлен данным фактом. И вот можно посмотреть, я не знаю, видно, не видно, я иду со скоростью 130. Ограничение до этого было указано 140. И вот видите, стоят всякие вот посты полицейские, но они не дергают, они никого не дергают. И все. Слева вон можно наблюдать. И я сейчас посмотрю, что это за городок. Ну, прямо у подножья гор находится городок. И чем-то напоминает Австрию, что ли. Вот, ну, ощущение такое, что ты находишься где-то в предальпийских горах каких-то. И еще очень удивляет, не удивляет, а радует. Люди водят очень аккуратно. Написано 40 километров, 40. Написано 140, 140. Никто не сигналит, никто не пипикает, никто не ведет себя варварски. Это тоже очень радует. И даже я, живя вот в Израиле, не всегда могу гордиться тем, что люди там водят аккуратно. Водят нормально, но терпимости к водителям и к партнерам по трассе практически никакой. Даже иногда это замечаю и за собой, поэтому не буду говорить, что я не такой, и, скорее всего, я такой тоже иногда бываю. И вообще о Болгарии, да, я здесь не первый раз уже, и здесь как-то все размеренно. Люди никуда не торопятся. И не знаю, вот день это день, ночь это ночь, рабочие часы это рабочие часы. Все куда-то не торопятся. Вроде бы все и успевают, но никто никуда не торопится. Так что смотрим дальше, господа. По прибытию в Банск, когда я уже устроюсь в гостиницу, которую заказал себе, я вам постараюсь сделать ее обзор. И сразу скажу, не люблю это, но почему я хочу сделать обзор? Потому что в Банску, его окраины, и село Баня, они очень ценятся именно и термальными и водами. То есть на себе еще не проверял, но вот сейчас проверю, да. Ну, я наслышан тем, что люди, которые страдают и болями в спине, суставах, что молодые, что пожилые, и со всего мира они сюда едут. Я сюда еду тоже по рекомендации близкого друга, который живет в Болгарии, и решил совместить и приятное с полезным, да. Я давно хотел и поснимать в Болгарии. Кстати, стоит заметить, у меня на канале есть несколько роликов о Болгарии, снятые мной где-то полгода назад в районе Свети-Власа. Ну, если кто-то хочет увидеть ландшафты и красивые фотографии, вы можете посмотреть. Так вот, по поводу гостиницы, я постараюсь сделать ее обзорчик, и, возможно, кто-то из моих зрителей найдет это для себя полезным, потому что я, помимо рекомендаций от своего друга, очень долго собирал информацию, что-то уточнить, и как, где, почем. И у вас сейчас есть такая возможность, то есть путем моих ног и телодвижений, и получить информацию с первых уст. И я постараюсь детально ее изложить,
чтобы у вас информация была, чтобы вы были носителем данной информации и, соответственно, не тратили столько времени, сколько потратил его я. Сразу обещаю, все будет объективно, и тут нет никаких реклам. И если будет плохо, скажу плохо, будет отвратительно, скажу вообще отвратительно. А если будет хорошо, ну, конечно же, однозначно и похвалю. Так что едем дальше. Ну вот, обратите внимание, мы заехали еще в одну деревушку или поселок полугородского типа. И чем не Австрия или чем не Швейцария? Видите, дорога плавно поднимается вверх, справа и лево такие домики аккуратные, они не однотипные, они походу, видимо, частные все, тут не какой-то коттеджный, это частный сектор, даже не сектор, это деревушка, какая-то деревушка. И сейчас я разверну камеру, вы увидите слева и гору, а на ней и снег. Вот, посмотрите, я не знаю, просто буду смотреть на дорогу вперед, а вы смотрите вон туда вверх, где облака и снег. И там лежит снег. И мы едем именно туда, мы именно едем в том направлении. Нам еще осталось 72 километра, вон показывает по GPS. И мы находимся уже в отдалении от Софии, примерно 160, ну, да, примерно 160 километров от Софии. Дорога проходит спокойно, голодный. Еду я так и не нашел. И не знаю, с чем это связано. С коронавирусом. Кстати, про коронавирус. Интересная ситуация. Соответственно, я для прилета в Болгарию делал все проверки. Там ля-ля тополя. И что вы думаете? Прилетели в Болгарию. Прошел пограничный досмотр. Ну, буквально за 2 минуты. Но по поводу проверок на коронавирус, ПЦР, МЦР, что-то они даже не поинтересовались. Мне-то по большому счету все равно, ну как-то они пропустили это мимо себя. И именно не меня пропустили мимо себя. Их просто там не было, вот этих вот медицинских работников, которые занимаются эпидемиологией. Потому что в прошлый раз, когда я был здесь, где-то полгода назад, проверяли. Ну, не так, проверяли методом втыка, а сейчас вообще. Ну вот, мы выехали за пределы вот этого села, поселка городского типа, и снова начали вот дорогой подниматься вверх. И леса, деревья. И обратите внимание, справа вон опять стоят, видите? И вот так они стоят везде с камерами полицейские. Меня, кстати, предупредили, там, Кфир, езжай аккуратно, фотографируют. Но я, в принципе, это и не гоняю вообще, и как-то со мной это не связано. Ну, так оно и есть, они стоят, фотографируют, но из кустов не выпрыгивают. Да, очень красиво. Я, наверное, уже со времен своей молодости, с 18 лет не видел листву. Именно вот такую вот в опадшем состоянии, именно с перехода осень-зима. Да, реально не видел. И такое даже чувство вот ностальгическое, как будто я вернулся в детство или в юношество. Странно. Иногда мы растем, взрослеем. И то, что мы привыкли видеть в юношестве, и внезапно мы встречаем то же самое уже в более бодром и взрослом возрасте, и ты всему этому придаешь, ну, совсем другую оценку и ценность. Так и есть. Все познается в сравнении. Едем дальше, друзья. Ну вот, друзья, обратите внимание, то, о чем я говорил. Чем выше поднимаемся, тем больше вот этих вот лесных массивов. И посмотрите на изменение цветов, на вот этот вот золотой окрас, который деревья и принимают. Очень красиво. Очень красиво. А если поднять чуть выше вот туда камеру, то
можно увидеть эту огромную гору. А справа от нас внизу протекает река. Я искал место остановиться, пока не получилось. Но не переживаем, все увидим. Все увидим. У нас есть достаточно дней для того, чтобы показать вам все в той красе, которую я хотел передать и показать вам это вам. Смотрим дальше. Друзья, всем доброго утра. Второй день в Болгарии, уже в Банску. Встал, позавтракал. Идет дождь, сильный, туман, облачно. Сейчас я вам покажу. И я принял решение, что пеший проход по Банску сегодня не имеет места быть. И выставил координаты и поеду в место, которое называется, если я правильно произношу, Першская поляна. Это то место, где люди уже скатываются на лыжах вниз. Подъемник не работает, то есть он работает 2 раза в день. Он тебя утром может поднять и вечером может спустить. Но это лишь потому, что, скорее всего, что мало туристов и еще не совсем горнолыжники уже здесь. А мне как-то не очень удобно попасть туда в 9 утра и быть там до 5, до 6, и тем более холод собачий. Я решил ехать туда на машине. Мне на ресепшене, конечно, сказали внимательно, потому что там наверху уже лежит снег, дороги такие подмерзшие. И сейчас я разверну камеру, и вы увидите, что погода не самая лучшая. И все, продолжаем движение. По дороге вам буду показывать красивые виды. Ну и, соответственно, вставлять тут и там красивые съемки, что фото, что дроном. И надеюсь, что все мы получим сегодня удовольствие. Ну что, ребят, хорошего и доброго утра нам. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Build things up to knock 'em down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like a hurricane. You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. I'm going crazy for you, baby. Don't know how you're making me feel this way. What can I say? That's what I like about you. So dangerous. Я извиняюсь за качество, потому что немножко темновато в этом лесу. Но самое главное, я забыл сказать. Для тех, кто желает найти это место, Банску, понятно, да, это находится рядом с Банску. А по картам это место называется парк Пирин. То есть это огромный заповедник и национальный парк Болгарии. Он огромный, сотни гектаров. Но если вы будете въезжать в него со стороны Банску, то вот на эту гору Пирин, на это плато Пирин, вы подниметесь именно через Банску. И называется это место заповедный и национальный парк Пирин. Вы даже можете почитать об этом парке. И место прекраснейшее. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire.
друзья, мы все еще едем. До точки осталось 2,5 километра. Мы все выше и выше. И дорога все скольже и скольже. Огромные сосны. Как сейчас машину подводит. Погода дождливая, холодная. Надеюсь, что после подъема наверх получится что-то поснимать. Вон стоят снегоходы, которые обслуживают треки. Вот, смотрите. Они обслуживают треки, видите? Ждут своего часа. Вот они стоят. И вот, а мы уже поднимаемся на верхнюю точку. Так, надо вывернуться здесь. Очень важная пометка, что здесь надо водить либо опытному водителю, либо очень-очень аккуратно, потому что дорога сама по себе непростая. И очень много разветвлений, очень много разъездов. И надо первое наблюдать то, как вы едете, и что вы едете по правильным меткам. Потому что первое, можно запутаться. Второе, лучше использовать карты электронные, потому что разветвлений куча. Конечно, вы получите максимум удовольствия от самой дороги. Ну и в принципе, если вы к этому подготовитесь, и застревать здесь не будете, то значит все у вас будет хорошо. А виды, конечно, прекрасные. Виды прекрасные. Минут через 5 приедем уже на точку. Вот, я не знаю, насколько вам видно, мы практически поднялись. Вон канатная дорога, видите, и вагонетки стоят, ждут своего часа. Вот она прямо над нами. И вот мы уже подъезжаем к так называемой самой поляне. И вот видите, это конечная станция подъемника, который сейчас не работает. А мы сюда прибыли, потому что у нас есть колеса. И видите, все горы в облаках. Тучи, облака. И сейчас будем смотреть и думать, как выходить с машины, потому что поливает без остановки, вообще без остановки. Вот, а мы на конечной точке и подъемника, и теперь надо посмотреть, как, что и что делать. Вот перед нами мы видим треки, еще мало заснеженные. Правее там видно уже облака и то, что есть снег наверху. Сейчас будем определяться. Как вы видите, друзья, на высоте 2400 метров над уровнем моря мы находимся на горе Перин. Уже лежит снег, и горнолыжный курорт ожидает своих посетителей. Вот, друзья, мы на самой высокой точке. Как видите, дождь, снег моросит, облачность, людей наверху нет вообще, только охранники. И сделал пару фотографий, посмотрим, что получилось, посмотрим вместе, что получилось. И как видите, здесь все замерло, либо в ожидании окончания игры с коронавирусом. Я думаю, что скорее всего в ожидании туристов. Я больше схожен к этой мысли. А так, конечно, я получил большое удовольствие. Виды прекрасные. И опять-таки все познается в сравнении. Сравнение, когда есть люди, сравнение, когда нет людей. И вообще сравнение периодов в нашей жизни до коронавируса, во время коронавируса. Так что смотрим дальше, друзья. Начинаем спуск вниз. Да, еще, друзья, важно понимать, многие едут в Болгарию, и это правильно, они едут в Болгарию, и море, солнце, поплескаться.
Но стоит понимать и стоит знать, что есть и другая Болгария. Есть Болгария, которая полна и парками, есть Болгария, которая горная Болгария, есть Болгария, в которой есть что посмотреть и зимой, и осенью, и в межсезонье. То есть, на мой взгляд, и по моему опыту в Болгарии, а он у меня чуть-чуть имеет место быть, и я для себя сейчас открыл дополнительную Болгарию, потому что в зимние времена я здесь не бывал никогда. И я был наслышан тем, что она красива в эти периоды, а сейчас я вот воочию это вижу. И для людей, которые любят осень-зиму, горы, рекомендую. И вы не обязаны вставать на лыжи. Конечно же, есть место и для лыжников. Ну, в общем, лыжи это не есть обязательство. Можно просто покататься, походить. Куча треков, куча пешеходных, туристических треков, горных, ландшафтных. И по одному из такому мы передвигаемся в данный момент. Парк Пирин. Так что здорово. Ну вот, друзья, остановился выйти подышать воздухом. Смотрите, находимся в густом лесу. Видите, перед нами деревья, облака. Вот оно там. Вот дорога, по которой мы передвигаемся. Вон машины периодически спускаются, видите? Вон они, вот эти вот деревья, сосны огромные стоят. Дождь идет. Моя лошадка стоит. Ну и посмотрим теперь на мою физиономию. Холодно, но приятно. Я очень доволен тем, что я решился поехать. Этот парк Пирин. Дорога такая непростая. Ну, я очень доволен. Я очень вам рекомендую. И если вы выбираете осенне-зимнюю Болгарию, обязательно попасть сюда. И вот этот вот путь со стороны Банско, то есть въезд отсюда, он красивше. Он намного красивший, и я думаю, что вам понравится. И я постоянно вам говорю, осень и деревья, вот смотрите. Обратите внимание, как зима вступает в свою силу. Часть деревьев еще зеленая. И, конечно, удовольствие нереальное. Я не знаю, на любителя, конечно. Для меня удовольствие нереальное. Рекомендую, друзья, очень рекомендую. Ну вот, друзья, добрались до очередной точки, где мы пересекаем горную реку. Сейчас я вам покажу ее. Мы спускаемся вон оттуда. Вот она, горная река, кристальная, чистая. Я выше по устью спустился, ее потрогал. Ну, такая вода ледяная. Идет дождь. Вот река продолжает сюда. Я сейчас прямо на мосту стою. Напоминаю, господа, мы находимся в парк Пирин в Болгарии. И пока не могу передать свои ощущения, но они такие, эмоции переполняют. Эмоции переполняют. Парк Пирин, Болгария, господа. Рекомендую. Ну вот, друзья, спустились с гор. Зашел в ресторанчик. Сейчас покушаем супчику. Сейчас я вам покажу этот ресторанчик. Ну вот этот аутентичный ресторанчик болгарский. Видите? Сейчас будем кушать. Заказал себе фасолевый супчик. Ну, горит огонек здесь.
Начнем с чая. Это мой чай, да? Угу. Спасибо. Все аутентично, красиво. Ну вот, друзья, принесли мне откушать. Супчик фасолевый, салатик, ихняя национальная лепешка, мой чай. Ну и, как видите, горит огонь, тепло, хорошо. Приятного аппетита. Ну все, друзья, мы ресторан покидаем, очень рекомендую. Ребята классные. Так что получайте удовольствие. Ресторан приличный. А так, чтобы было найти этот ресторан, вы просто на картах Google ищите и центр, и Банско. И ориентиром для вас является вон церковь и Свято-Троица. И вот эта вот будка, на которой написано Спорт Лото. Прямо здесь же есть стояночка. И вот сюда вот вход в ресторан. И я вам сразу говорю и даю честное пионерское. Я ни с кем не сотрудничаю. Тут нет никакой рекламы. И я высказываю чисто свое индивидуальное мнение. И за этим нет никакой коммерческой подоплеки. Всего доброго, друзья. Получаем удовольствие дальше. Ну, впечатления у меня, конечно, после этого ресторана очень такие хорошие. Да и люди, я в очередной раз, наверное, повторюсь, люди сами по себе очень такие добрые. То есть они чуточку другие, нежели чем я встречал людей в России или там людей в Румынии. Здесь они более предрасположенные. Можно, конечно, сказать, что это как-то связано там с привлечением клиентов. Нет, я даже сейчас вот, ходя из ресторана, хозяин ресторана зацепил меня, ну, увидев с камерами, со всеми, ну, начал интересоваться, что как. И увидел, что я в записи рекомендую их. И он даже от своей доброты души и захотел вернуть мне то, что я заплатил официантке. Я, конечно же, отказался от этого. И разговорились как-то, и минут 30 стояли, болтали. Там о природе, он там о точках рассказал, куда можно поехать, пофотографировать. И такой вот добрый человек и добрая беседа. Так что, ребят, я вам рекомендую. И если фактор фешенебельности вас не интересует, а именно вот аутентичность и болгарской пищи, то да, однозначно да. Ну что, друзья, на фоне столь дивной природы, я повторюсь, мы находимся на высоте 2400 метров. За моей спиной вы наблюдаете верхнюю точку подъемника. С этой точки есть еще два разветвления двух разных подъемников. Ну, как видите, все сейчас закрыто. Первое – это коронавирус, второе – нету снега. Ну, я вижу здесь, что люди готовятся к сезону. Я думаю, это финальная часть моего нахождения в Банско. Завтра я уже буду собираться и направляться в Великий Тырново. Продолжим снимать. И вот эта часть про Банско, про горнолыжную жизнь или про курорты в Болгарии, связанные с природой и горами, мы будем завершать. Мне нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. И еще одну вещь скажу небольшую. Многим кажется, что очень просто снимать. Так нет. Камера, запись звука. Я делаю это все один. Именно по этому поводу, друзья, ваша поддержка для меня будет самая актуальная. И еще одна немаловажная вещь. Мой канал не несет в себе никакой коммерческой подоплеки. Все рекомендации, которые я дал в этом ролике, они сделаны мной по моему желанию и не были оплачены ни тем, кого я рекомендовал, да и вообще никем. Мой канал создан для людей. Я фотограф, зовут меня Ханунов Кфир. Подписывайтесь и ожидайте второй части о Болгарии. Всего доброго, друзья. Пока.
Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Напоминаю, вы находитесь на канале Ханунова Кфира. Я путешествую, фотографирую и показываю много интересного. Начнем с того, что подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик и будьте в курсе событий. Мы находимся в Болгарии. Для тех, кто не видел, на моем канале есть и выше, где-то здесь, а вот в углу, или зайдите в плейлист. Есть фильм о Болгарии, в Банску. Я прилетел в Болгарию неделю назад и начал свое путешествие из города Банска. Мы были в парке Пирин, летали, фотографировали. Так что посмотрите и выскажите свое мнение. Фильм набрал уже много тысяч просмотров, много комментариев. И на этой точке я хочу остановиться и чуть-чуть углубиться и ответить на пару комментариев, которые там были озвучены. Друзья, конечно, многие комментарии, они и положительные. Но было штук, наверное, 10 комментариев. Я не могу сказать, что с проявлением агрессии, ну, и с тонкими намеками. Был комментарий одной дамочки, в котором она пишет и утверждает, что это очень безответственно путешествовать во время пандемии. Так вот, я отвечаю умеренно, хотя я не люблю конфликтовать. Мы не являемся каналом НТВ, не раздуваем политические грезы. Но безответственно это управлять своей жизнью. Ответственно это путешествовать. И путешествовать надо ответственно. Соблюдать все меры предосторожности, совершать проверки, соблюдать дистанцию социальную. И ни в коей мере не позволять никакой пандемии и страхом закрываться в своих каморках и квартирах. И уповать на то, что это наша жизнь. Да, это наша жизнь. И ее надо прожить. Это все равно, что переходить дорогу. Вы же не переходите ее на красный свет. Надеюсь. Вы переходите на зеленый свет. Считаете, что дорога это пандемия. Там куча отмороженных водителей, куча идиотов. Но вы же все равно смотрите налево, смотрите направо и переходите дорогу. И это мой ответ по поводу безответственности. Наша жизнь слишком коротка. Ее надо использовать, не прожигать, а использовать правильно. Я вам более того скажу. Люди летают, люди путешествуют, люди соблюдают все меры предосторожности. И речь идет о дисциплинированных людях. Да, конечно, не видно того наплыва огромного людей, что есть. Хорошо. Закрыты многие пабы, рестораны, бары, что тоже неплохо. Так что, господа, путешествуем, получаем удовольствие, подписываемся на канал и комментируем. Всего доброго. Продолжаем.
Также были комментарии, непонятно почему, связанные с едой. Есть люди, которые акцентрируют свое внимание, ну, я немножко грубо выскажусь. В этой Болгарии не хрена пожрать. Я не знаю, как вы. И если говорить языком этого комментатора, я не ищу пожрать, я ищу поесть. Но если быть немножко серьезными, ребят, если вы хотите вкусно, аутентично покушать в той или иной стране, в которой вы путешествуете, всегда отдаляйтесь от туристических мест. Потому что все эти места, они построены на фастфуде, ценовой порог завышенный, так как они четко понимают, что вы туристы. Но если вы чуточку отдалитесь и углубитесь в массы, в их традиции, вы убедитесь, насколько здесь вкусно, вы убедитесь, насколько болгарский народ гостеприимный, интересный и уставший от туристов. Конечно, их усталость не проявляется какой-то агрессией, но когда они видят вас не стандартного туриста, а туриста познающего, сразу отношение меняется, и оно меняется к лучшему. Они понимают, что вы здесь, дабы увидеть своими глазами их страну. В моем случае, когда они видят, что я снимаю вообще фильм о Болгарии, именно о незаезженной Болгарии, отношение вообще меняется в разы. Многим Болгарии известно Солнечный берег, там Варна, Бургас. Я в своем фильме и в своих роликах стараюсь тебе показать то, что не заезжено, что может познать человек, что может насытить мою либо нравственную часть фотографа, человека. И это я стараюсь показать. Да, конечно, мой канал там он не супер 100-тысячник, где есть куча хейтеров. У меня канал особенный, но особенный в том смысле, что он рассчитан на людей, которые хотят чем-то наполнить себя, а не опустошить. И это меня радует. Потому что если бы я задался целью сделать свой канал массовым, то, скорее всего, я бы его испортил. И поэтому он постепенно растет, нарастает с помощью ваших комментариев, с помощью ваших подписок. Многие делятся моими роликами, тем самым привлекая ко мне людей, именно связанных с моим каналом, людей, которым мой канал может заинтересовать. Я все комментарии читаю. На комментарии, которые требуется ответить, стараюсь обязательно ответить. Если у вас есть какие-то вопросы, которые я не успел осветить в своем ролике, пишите. Адрес моей электронной почты присутствует там. Мой канал веду я. Нету администраторов, нету третьих лиц. На все отвечаю именно я. Потом еще был один комментарий, где там было сказано, что вы зарабатываете деньги на рекламе. Если мне кто-то покажет, что хоть какая-то реклама с моих уст была на этом канале, я публично извинюсь. Мой канал не коммерческий, да, ко мне обращаются немало. Обращаются и турагентства, обращаются и риэлторские агентства, обращаются производители фото-видеооборудования. На данном этапе, ну, не знаю, мне это неинтересно. Возможно, дальше я не буду говорить это однозначно. Я поменяю свое мнение. И даже если будет какая-то реклама, это очень важно понимать, это будет та реклама, которая будет полезна вам, зрителям. Потому что канал должен продолжать жить. И 99.9% этого канала должна быть и наполнена полезностью и интересностью. Я не знаю, насколько у меня это получается. Я понимаю, что я там не супер-дупер какой-то вояжер и продюсер, но я все делаю своими руками. Вот на меня одна камера смотрит, вот на меня вторая камера смотрит. Я сначала час тащу, потом час устанавливаю, потом снимаю, потом редактирую. И вот эта вот аутентичность создания вот этого контента,
она мне интересна. И надеюсь, что она интересна вам. Так что, друзья, не будем писать враждебные комментарии, будем писать интересные комментарии. Если у вас есть вопросы, я всегда за то, чтобы на них ответить. И продолжаем получать удовольствие от Болгарии. Вперед, друзья, поехали! Ну что, друзья, на этом будем заканчивать столь короткий ролик. Как вы видите, погода сегодня дождливая, поэтому отлетать на дроне получилось очень мало. Но ролик-то короткий, и это понятно, но посмотрите, пожалуйста, в этом ролике на те фотографии, которые я сделал. И, возможно, это вас подготовит к следующему ролику и убедит в том, что на мой канал стоит подписаться, о нем стоит рассказать, им стоит поделиться. И все, ребят, на сегодня все. Продолжаем путешествие по Болгарии. Третий ролик будет более насыщенным. Кадры для него уже многие отсняты. Мы посетим город, остров Несебр. Мы посетим национальный парк рядом с Варной. Мы посетим дворцы. Погуляем по лесу. Так что, господа, подписываемся. Пока, до новых встреч.
Bye.